Добрый день, дорогие подписчики канала Крымского центра оздоровления Неумывакина. Мы, друзья, опять находимся в любимой беседке Ивана Павловича Неумывакина для того, чтобы снять интереснейшее видео про очень интересный овощ. Его название чеснок. Знаете, друзья, хотелось бы немножко окунуться в прошлое. Во времена Советского Союза ходил слух, что работники, скажем так, кремлевские работники и, скажем так, небожители Советского Союза употребляли некую таблетку, которая называлась кремлевская таблетка, и которая якобы продлевала им жизнь и сохраняла здоровье длительное время. А теперь, друзья, маленький вопрос. А что же такого содержалось в этой чудодейственной таблетке? Оказывается, Иван Павлович мне очень много рассказывал про кремлевскую таблетку. Изучая состав данной таблетки, он выяснил, что основная составляющая этой таблетки, да-да, друзья, тот самый чеснок. И поэтому стоит задать вопрос. А стоит ли искать эту волшебную таблетку, или проще и дешевле пойти на рынок, или лучше всего вырастить самим на своем приусадебном участке этот замечательный овощ? Друзья, в одной дольке чеснока, вот у меня сейчас головка, всего лишь в одной дольке содержится суточная доза витамина С. Также чеснок содержит в своем составе большое количество мощнейших антиоксидантов. И самое главное, что чеснок обладает мощным антибактериальным действием. Друзья, знаете, я недавно заходил в аптеку и был поражен тем количеством лекарственных препаратов, которые сейчас предлагают нам фармацевтические фирмы. Их просто тысячи, и, наверное, может даже и миллионы. Но давайте немножко разберемся, какие основные группы препаратов назначаются врачами и непосредственно используют обычные люди, которые, ну, скажем так, зависят от официальной медицины. Первое, препараты можно разделить на антибактериальные, я говорю о самых распространенных. Второй препарат – это противогрибковый. И третий препарат – это противовоспалительный, или он еще имеет свойство жаропонижающее. А теперь, друзья, давайте разбираться. Все лекарства, которые я перечислил, они все влияют на симптоматику. Особенно если брать противовоспалительные препараты. То есть организм нам всегда дает обратную связь, что с ним что-то не в порядке. Если есть температура, значит она нужна, друзья, нашему организму, понимаете, для того, чтобы перебороть инфекцию. Если есть инфекция, организм должен самостоятельно справиться с ней. Но назначая антибактериальную терапию или противогрибковую, мы по сути тренируем те микроорганизмы, которые вызвали у нас симптоматику. Поэтому человек, который пропил антибиотик, он, во-первых, значительно снижает свою иммунную систему, а во-вторых, он делает тех возбудителей, которые подвергались этим антибактериальным препаратам, скажем так, невосприимчивыми быть к этому антибиотику. Поэтому, друзья, можно проследить тенденцию, что на протяжении года может выйти несколько, скажем так, генераций антибиотиков. Это все связано с тем, что организмы, они живые, они тоже имеют разум, и они адаптируются. Поэтому бороться с заболеваниями с помощью антибактериальной, противогрибковой, противовирусной, тем более терапии, просто бессмысленно. И самое главное, что впоследствии мы можем создать почву для возникновения совсем других заболеваний, связанных с другими органами и системами, нежели те, которые мы лечили. Поэтому, друзья, почему я сегодняшнее видео решил посвятить именно чесноку? Потому что природа создала средства, природа на самом деле создает много средств, которые помогают сохранить наше здоровье и сохранить иммунную систему на высоком уровне. Вот один из мощнейших, скажем так, иммуностимуляторов является чеснок.
Друзья, давайте все-таки разберемся, чем же полезен чеснок. Друзья, чеснок – это особая группа овощей, имеющая специфический острый вкус и специфический запах. В чесноке содержится большое количество углеводов, их порядка 21-28%, жиров, которые составляют 36%, также большое количество эфирных масел. Если я не ошибаюсь, они составляют 150 где-то в процентном соотношении миллиграмм. Вот, друзья, но самое интересное, что в чесноке содержится более 100 серосодержащих компонентов. Плюс, конечно, есть биологически активные вещества, такие как аллицин и адонизин, если я не ошибаюсь, адонизин. Вот. Эти вещества напрямую влияют на реологию крови. Поэтому, друзья, те люди, которые принимают, у которых в рационе всегда присутствует чеснок, риски возникновения инсультов, инфарктов, ишемической этиологии, то есть связанные с тромбообразованием, снижается к минимуму, потому что чеснок на самом деле изменяет реологию крови, изменяет ее в лучшую сторону. Знаете, тайную силу чеснока открыл еще русский ученый Токин, который доказал, что в чесноке, в этой маленькой головке, да, содержится очень интересное вещество, которое называется фитонцин. Фитонцин на самом деле, это мощнейший противогрибковый, противовирусное вещество. Для сравнения, карболовая кислота убивает палочку Коха, которая вызывает туберкулез, через только 48 часов. Если взять серную кислоту, серная кислота убивает палочку Коха через 30 минут. А вот фитонцид убивает палочку Коха ровно за 5 минут. Поэтому, друзья, представляете, какая мощь скрывается всего лишь в этой небольшой головке этого замечательного овоща. Друзья, поэтому давайте подведем итоги. Чеснок это самый лучший антибиотик. Точнее, даже можно применить такую фразу: антибиотик высочайшего класса, который борется практически со всеми видами бактериальной инфекции. Второе. Чеснок это мощный иммуномодулятор, который поднимает нашу иммунную систему на очень высокий уровень. И, соответственно, у организма повышается сопротивляемость к различным вирусным и грибковым и бактериальным, заболеваниям. Друзья, конечно же, хочется перейти к самому главному разделу. Любое полезное растение, любой полезный овощ всегда применялся в оздоровлении и лечении. И, соответственно, испокон веков было принято различными целителями формировать некие рецепты от различных заболеваний. Поэтому, друзья, я хотел бы привести несколько всего лишь рецептов из, скажем так, сотен рецептов народной медицины, связанные с чесноком. Например, друзья, если вы хотите избавиться от мочекаменной болезни, и чтобы конкременты уменьшились и вообще пропали, скажем так, из вашего организма, нужно взять всего лишь 100 грамм водки, 100 грамм чеснока, чеснок тщательно измельчить на мелкой терке, все это смешать и поставить на неделю в темное место, дать настояться и потом по 20-30 капель принимать 3 раза в день после еды. Таким образом, друзья, чеснок будет потихоньку, скажем так, растворять камни и способствовать выведению тех конкрементов, которые уже образовались в ваших почках, и, соответственно, являться профилактикой. Следующий очень интересный рецепт, связанный с грибковыми заболеваниями. Друзья, запомните, неважно, где образуется грибок, на каком месте. Чаще это ногтевые фаланги, особенно пальцы нижних конечностей. Достаточно применения компрессов на основе чеснока. Для приготовления любого компресса понадобится измельченный, соответственно, в кашеобразную форму чеснок,
растворенный или настоянный на воде. Но некоторые целители, некоторые, скажем, представители народной медицины говорят, что лучше всего использовать чисто свежий натертый чеснок, без его, скажем так, титрования в воде. Также распространенный рецепт при фиброме матки. Можно значительно уменьшить данную доброкачественную опухоль, используя всего лишь чеснок и водку. Для этого понадобится 100 грамм чеснока, который тоже мелко перетирается на мелкой терке и заливается 300 миллилитрами водки, или еще советуют чистый спирт. Дальше это все настаивается, заливается в емкость и настаивается в темном месте на протяжении недели. И дальше принимается по 1 чайной ложке 3 раза в день после еды. Даже непосредственно в книге Ивана Павловича этот рецепт фигурирует, скажем так, жирным шрифтом. И даже есть некоторые подтверждения, что данный рецепт помогает при данной патологии. Также не стоит забывать о знаменитом и любимом, замечу, рецепте Ивана Павловича Неумывакина. Я его приводил как-то в некоторых видео, по-моему, это было видео про лимон, если я не ошибаюсь. Но Иван Павлович очень любил этот рецепт, и он действительно действует. Для приготовления данного, скажем так, смузи оздоровительного понадобится 1 зубчик чеснока, 1 лимон и столовая ложка меда. Соответственно, лимон предварительно, это очень важный момент, его нужно сначала заморозить в морозилке, потом достать оттуда и после, скажем так, частичной разморозки разрезать и погрузить в блендер. Туда добавить зубчик чеснока и туда же добавить столовую ложку хорошего, качественного домашнего меда. Все это перемолоть. И в дальнейшем использовать по 1 чайной ложке 3 раза в день за 15 минут до еды. Друзья, Иван Павлович всегда отмечал этот рецепт и говорил, что это мощнейшая профилактика онкологических заболеваний. Поэтому еще раз повторяюсь, что все слова, которые говорил Иван Павлович и приводил рецепты, и особенно те, которые использовал на себе, они все работают и, конечно же, апробированы. И, друзья, не стоит забывать, что сочетание чеснока и меда – это лучшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, друзья, те люди, которые страдают ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, всегда должны пользоваться, скажем так, данным рецептом. Друзья, хотелось бы привести еще последний рецепт. Я считаю, он будет наиболее востребованный у людей, страдающих ишемической болезнью сердца и, в принципе, всеми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Друзья, для этого нужно взять 250 грамм чеснока и 350 грамм меда. Чеснок тщательно измельчается и смешивается в однородную массу с медом. Затем это все ставится на 2 недели в темное место. И после этого данный продукт, уже полученный, принимается 3 раза в день по 1 чайной ложке. Друзья, чтобы окончательно избавиться от этих серьезных заболеваний, которые я перечислил выше с помощью этого рецепта, вам придется принимать минимум данный рецепт 1,5 месяца. Тогда вы, конечно же, приобретете здоровье и избавитесь от тех болезней, которые я перечислил выше. Друзья, на сегодня наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте интересные, интересующие вас вопросы в наших соцсетях, на нашем канале YouTube. Помните, что у нас каждую пятницу, каждый четверг проходит прямой эфир, где я отвечаю на все ваши поставленные вопросы. И каждая последняя неделя месяца у нас проводится вебинар, о котором мы тоже будем всегда сообщать на нашем канале и в наших социальных сетях. Поэтому, друзья, на сегодня прощаюсь с вами. Желаю вам быть здоровыми без таблеток. До новых встреч!